Привет! Меня зовут Юля, и сегодня я хочу записать свой первый видеообзор на книгу. Это будет роман Джека Лондона «Мартин Иден». И первое, что хочу сказать, я огорчена. До этой книги я не читала работу Джека Лондона и была уверена, что меня ждет хэппи-энд в конце книги, потому что книгу посоветовал мне мой муж, и он знает мои предпочтения. Последние главы я читала до 4 утра. Не делайте так. В ожидании прекрасного финала, чтобы сладенько уснуть и нафантазировать во сне замечательное продолжение этой счастливой истории. Но не тут-то было. Но спойлерить не буду. Лучше поговорим об исторической составляющей этого романа и пофилософствуем на некоторые темы, которые меня зацепили. Действие романа происходит в начале 20 века в Окленде, параллельно развивая несколько сюжетных линий. Разумеется, любовная линия, куда же без нее, классовые различия, развитие личности, психологические и философские взгляды и политический конфликт. Я бы выделила этих 5 тем. Уверена, у других читателей найдется порядком больше или, возможно, меньше. Последний пункт занимает львиную долю романа, но я хотела бы его упустить на своем канале по личным соображениям. А вот о классовости, психологии, развитии личности, любви я хотела бы поговорить в этом видео, и в особенности из-за того, что этот роман частично является автобиографическим. И именно в этих аспектах проявляется сходство автора с главным героем, или героя с автором. Например, Джек Лондон в деталях описывает работу Мартина Идена в прачечной. Он до мельчайших деталей описывает, как устроен процесс, от того, как вещи поступают, до самой глажки, и с такой же детализацией рассказывает о технике, которая помогала им справляться с такой сложной работой. Эти познания получил сам же автор, работая в прачечной в свои молодые годы. Главный герой романа, как и автор, выходец из низов, работяга, не образован и в силу чего слегка агрессивен, что проявляется в его любви к дракам, и также любит море, чем и зарабатывает на существование. А еще отличается нетипичной для его круга общения заинтересованностью к музыке и литературе. Волей судьбы он встречает девушку из буржуазного общества и, влюбившись, всеми силами пытается пробиться в высшие, так сказать, слои населения, дабы завладеть сердцем этой очаровательной девушки. Здесь уже проявляются нотки условной любви и, я бы сказала, попытки купить любовь посредством изменения себя. Но пока все еще выглядит здраво и довольно мотивирующе. Мартин принялся за свое образование. Начал читать самую разную литературу, изучать новые слова, усовершенствовать свою речь. Познакомившись еще ближе с литературой, он понял, что он сам хочет писать и публиковаться в журналах. А узнав, что за публикации можно получить еще и отличный доход, наш герой решил, что он больше не будет ничем заниматься, кроме как усовершенствовать свои навыки и отправлять рукописи в журналы. Он мог не есть по несколько дней, спал по 5 часов в сутки. А тем временем запасы денег, как и тело Мартина, истощались. И ему пришлось сдавать свои вещи в ломбард. Разумеется, такое было не по нраву ни трудящимся друзьям, ни родственникам. И даже его возлюбленная Рут вскоре от него отвернулась. Кстати, в некоторых вариантах перевода имя героини звучит как Руфь, а не Ру. Поэтому здесь может быть поправочка. Но нашего героя не покидала вера в себя. Он читал статьи в газетах, сравнивал их со своими, и свои ему нравились больше. А также, обретя знания в политике и в философии, он разочаровался в высшем обществе, говоря, что он уже перерос их. А тем временем еды не оставалось вовсе, и закладывать в ломбард уже было нечего. Он оставался нищим, но продолжал писать и безуспешно отправлять рукописи в журналы. И здесь мне хотелось бы немного поразмышлять, ведь ситуация довольно жизненная. Все, что будет сказано дальше, только лишь мое мнение, вы можете быть с ним не согласны и выразить свое несогласие в комментариях. Что я здесь увидела? Во-первых, стремление не к своей мечте как таковой, а ради кого-то. Почему меня это зацепило? Потому что, если задуматься, то на самом деле в такой неосознанной парадигме живут 80% моего окружения, да, и я сама, чего греха таить. Но делает ли это по итогу счастливым самого человека или его окружение хотя бы? Обычно же наоборот, только вгоняет в депрессию.
Во-вторых, что это за безудержная, слепая самоуверенность? Меня так триггерило это в течение всей книги. Нет, безусловно, упорство персонажа восхищает, целеустремленность, есть чему поучиться. Но реальность же бьет по рукам, нет никакого намека на успех, есть только вот путь к нищете, к голоду и все. И тут мы переходим к теме баланса. Это такая тема, которая, наверное, вот красной нитью будет пронизывать все видео на моем канале, потому что, как мне кажется, это одно из самых важных понятий в жизни человека, которое необходимо ему для счастья. Так вот, вернемся к герою. Где-то добротную треть книги меня не покидал вопрос: почему бы не устроиться на работу, которая не будет занимать много времени, да, весь день? Пусть это будет подработка, но она позволит не закладывать банально вещи в ломбард, а уже оставшееся время посвящать развитию ее, написанию книг и прочему, что так необходимо для достижения цели. Иногда действительно полезно окунуться в тему с головой, дабы получить какую-то экспертность, узнать детали, отработать что-то. Но нужно и вовремя вынырнуть оттуда, чтобы посмотреть с другого ракурса, со стороны, получить в конце концов новый опыт. Это цепляет на самом деле, потому что такое очень часто встречается в жизни, наверное, у каждого человека в той или иной мере. Когда, зацикливаясь на одной цели, больше не видно ничего. К примеру, купить квартиру, продвинуться по карьерной лестнице. Человек неустанно идет к своей цели, не замечая банальной радости вокруг, которая могла бы дать ему больше сил, больше энергии на воплощение, на реализацию своей цели. Разумеется, я не о том, что не нужно мечтать, не нужно ставить цели и достигать их. Я о том, что нужен баланс. Но достиг бы Мартин Иден такого ошеломительного успеха, поступи он так, как мне кажется верным, кто знает, пишите свое мнение в комментариях. Кстати, об успехе. Наш главный герой таки приходит к нему, его рукописи начинают печататься, книги начинают издаваться в каких-то сумасшедших тиражах. Он обретает такую популярность, о которой не мог даже мечтать. Но есть одно но. Все, что сейчас печатается, было написано в те времена, когда его все презирали, когда от него все отказались. А сейчас, когда у него появились средства, он стал самым почитаемым в обществе. Все желали с ним общения, все желали пригласить его к себе на ужин. А Мартин Иден недоумевал, почему тогда он был всем неинтересен, почему тогда не понимали его творчество. И с этими мыслями он прожил до конца своих дней. Разуверившись в человечности, взаимной бескорыстной любви и не имея друзей, Мартин Иден ушел в бесконечное плавание, покончив с собой. И по моему, как вы могли уже понять, нескромному мнению, эгоистично оставив единственную женщину, которая любила его безусловно, не за что-то, а вопреки всему. Позднее, уже в конце 20 века, появится термин «синдром Мартина Идена». Этот термин широко используется психологами и в наше время, и он означает состояние человека, которое возникает в результате достижения цели. Когда человек, имея завышенные ожидания, ставит себе слишком высокие цели, возводит их в абсолют и через изнеможение, истощение всеми силами стремится достичь их. Но из-за длительного напряжения психика человека нарушается и развивается вполне реальное заболевание, которое приводит к летальному исходу неестественным путем. Такие вот дела. Надеюсь, мое видео и эта книга не отбили у вас желание мечтать, ставить большие цели, а наоборот призвали находить баланс в жизни и наслаждаться уже сейчас. Это то, что было необходимо во все времена, а в наше время, возможно, еще больше. А мы с вами не прощаемся. С вами была Юля Кава, и до встречи в новом видео. Мы в Ютубе, я в телевизоре.